Здравствуйте, мои любимые подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Кто думает о тебе прямо сейчас? Вы 100% когда-нибудь вздрагивали без причины, будто кто-то коснулся вашего плеча или позвал вас по имени? В эту самую секунду один какой-то человек поставил свою жизнь на паузу, так как ваш образ полностью перекрыл ему реальность. Он может сидеть на каком-то очень важном совещании или ехать за рулем, но ментально он сейчас стоит перед вами. Давайте посмотрим, кто этот пленник ваших чар и что именно за сценки с участием вас он прокручивает в своей голове. Итак, сейчас делаю вашу сигнификацию, девочки. Кто вы, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Очень интересно. Сейчас будем уточнять. Покажите девочку, которая пришла на расклад. Карта звезда. В первую очередь это интеллект, девочки, наличие талантов. Другое дело, насколько это все раскрыто у вас, но потенциал очень и очень, да. При этом свободолюбивая. Может быть, в данный именно момент, сейчас, вот тут еще карта каких-то действительно глобальных изменений в вашей жизни. Это о чем? О том, что, скорее всего, на первом месте у вас сейчас стоит. Для кого-то это материальная свобода. В принципе, хотите быть свободной. Свободной, может быть, от каких-то длительных, не знаю, обязанностей. Там ответственность какая-то на вас лежала, да, лежит. И это токсично, да, могло быть. Хотите, может быть, раскрыть этот свой потенциал, наконец-то реализовать то, о чем мечтали длительное время. В принципе, эти крылья расправить, да. У кого-то это хотелось бы изменить вообще ход истории, да, поменять судьбу где-то, может быть, наконец-то добрать то, что в какие-то промежутки времени вы не могли получить, взять, у кого-то какими-то этими шансами наконец-то воспользоваться, рискнуть, свобода выбора, может быть, набраться смелости и свободно, там уж не знаю, послать кого-то, у кого-то это начальство, руководство в эротические дали. И опять-таки место работы, место жительства, может партнеров поменять, партнеры по бизнесу, в личной жизни. Вот тут такое вот, как очень хотелось бы. При этом женщина привлекательная, женщина, которая следует за своей мечтой, миссия, предназначение, это все сюда. Вы не просто так хотите свою жизнь там прожить и наследить, да, в грязной обуви по чистому ковру пройтись. Нет, вы хотите оставить действительно какой-то очень светлый след в жизни, может быть, других людей, даже близких, не обязательно. Так, вот эти первые карты не совсем непонятно. Тут показано вас транжирой. Тут человек, который транжирит, разбрасывает эти деньги. Сейчас уточню, о чем это. Так, хитрая лисичка, это вы? Нет, это у вас трудности с людьми, которые в вашей жизни встречаются. Так, это вы тут разбазариваете. Ох, спрашиваю, вы разбазариваете ресурсы, деньги, что-то, ну, что-то, может быть, шансы, возможности разбрасывались этим всем, думали, будет еще, будет возможность, будет шанс. А тут в полном объеме вы это все как будто бы, может быть, опять-таки, безвозмездно, за даром, где-то шансы давали людям, и свои ресурсы, может быть, внимание, время уделяли людям. И карта букет, это вы делали от чистого сердца, искренне, понятно. По карте букет это где-то как ваша, может быть, доверчивость, наивность. Но при этом, я вам хочу сказать, вы людям старались принести добро, но вы от этого и получали удовольствие кто-то. Другое дело, что со временем тут карта хитрые лисы, и у вас с ними трудности. Вполне возможно, люди
ну, потребляли, с удовольствием получали от вас это все, тут поддержку, внимание, добро, у кого-то и материально, да, если нужно там занять денег, сразу к вам. Не факт, что вовремя отдавали, может быть, многие уже долгие годы не отдают. У вас с этими людьми, давайте мягко скажу, хитро сделанными, тут карта леса, проблемы. Причем тут такой типаж какой-то, я не буду тут именно к мужчинам это все сводить. Тут какие-то такие люди, знаете, которые могут, павлин, лиса, как вам сказать, у них может быть материальное положение намного стабильней и доходы выше, чем ваши. И там в заначках, в кубышках лежат там евро, доллары, не знаю, уже что-нибудь, у кого какая валюта, фунты стерлингов, да. При этом они могут себе позволять какие-то, тут и очень дорогой отдых, и какие-то покупки действительно такие, которые вы себе это позволить не можете. Но они могут вас использовать, могут плакаться, одалживать у вас денег. Ну вот вы понимаете, да, это какой-то такой типаж. А потом в один момент вы понимаете, что человек вам уже 3 года должен и не отдает, и тут вы видите его, ну уж не знаю, там новую яхту он себе приобрел, давайте так. Вот как-то так вот тут. Ну, я в принципе типаж какой-то вам описываю. И токсично, вы как будто устали от этого, может быть, от какого-то такого окружения. У кого-то это настолько глобальный какой-то носит характер, у кого-то это в принципе вот такой подход потребительский этих людей. Они вас уже подбешивают, выбешивают. По карте огонь тут уже раздражение. Вы уже понимаете, с кем вы имеете дело, уже не один раз вы наступали на те же грабли. И сейчас по карте отшельник старайтесь на вытянутую ручку подальше. Вам лучше быть самой или с минимальным количеством каких-то людей, которые вы, может быть, там к себе приближаете, а очень многие вас напрягают. Давайте так тоже скажу. Ну, и тут заслуженно напрягают. Вы уже столкнулись с их нутром. Вот так. Такая сигнификация ваша у меня. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто думает о тебе прямо сейчас? Это может быть ваша одноклассница, там, понятно, ваш какой-то бывший, настоящий, несостоявшийся, может быть, родственники, может быть, там, не знаю, первый учитель ваш, да, или первая любовь ваша. Давайте смотрим. Первое, ну, мы скорее смотрим, ну, кто этот человек, да, вообще. Мужчина, женщина, кто этот человек? Архетип его, принцип, кто этот человек? Потом, с каким чувством этот человек о тебе думает? Нежность, тоска, может быть, мужчина там в страстях, в страсть, может досада, посмотрим, может зависть какая-то, не знаю. Какой-то конкретный образ воспоминания, которое вот циклит этого человека на вас, вспоминает с вами связанное что-то. Так, смотрим теперь, почему-то человек только думает, ну, может, не действует в данную секунду, может, нет надобности, может, он привык, ему так проще, этому человеку. В чем дело? Почему он только думает, но не действует? И совет карт, да, в конце будет совет психолога еще. Стоит ли тебе подать ему встречный какой-то ментальный сигнал? 3 зеленых свистка, да, этому человеку. Так, смотрим. Первое, кто этот человек, который сейчас о тебе думает? С каким чувством этот человек думает о вас? Конкретный какой-то образ, какая-то картинка, которая его циклит на вас. Что именно связано с вами? Так, почему этот человек только думает, но не действует, не предпринимает каких-то конкретных шагов? И совет карт, стоит ли вам самой проявиться, да, подать ему там встречный сигнал этому человеку. Начинаем. Первое. Кто о вас думает сейчас? Давайте смотрим. Угу. Вышли у меня опять эти павлины какие-то. Так, усталость, надежда, расчет, отчаяние,
Понятно, что ничего не понятно, до конца непонятно. Это мужчина, женщина. Сейчас уточним. Нет, наверное, сюда возьмем классику. Думает о вас мужчина, женщина. Очень интересно. Мужчина о вас думает. Причем такой мужчиночка тут с разбитым сердцем. Ему без вас плохо. Вполне возможно, когда вы были с ним, то с ним тоже не фонтан, да, не шоколад. Может, не могли вы с ним найти общего, не могли прийти к консенсусу, да, не могли наладить вы взаимоотношения, но без вас ему тоже плохо. При этом человек, я вам хочу сказать, сам себя привык баловать, радовать сам себя. По большому счету себе он, как вам сказать, ни в чем себе не отказывает. Вот такой мне вышел человек. Понимает толк в хорошем отдыхе, там, хорошие вина, вкусная еда, там какая-то, в принципе, качественные вещи. Вот тут что-то такое, как будто бы, ну, он особо на себе не экономит, давайте так. У кого-то прям гурман. При этом сердце разбито, разбитые мечты, иллюзии, ожидания, это связано с вами. И сам проигрывается у меня рыцарь мечей. Знаете, мужчина очень не глупый, но, скорее всего, тут проблемы, прям хочется сказать, проблемы с психикой. Но у кого-то прям так, девочки, он может быть нервным, не сдержанным. У кого-то тут в профессии, знаете, как вот истощение, выгорание уже. Ничего не радует. Вот сочетание этих карт каких-то. Он мог уже многое в жизни перепробовать. Тут может быть адреналинозависимый. Тут может быть мужчина, который уже, правда, как вам сказать, присыщен. И в жизни он столько всего уже испытал, его мало что радует, мало что удивляет, вот как-то так. Вообще конфликтный, ему проще в мужском коллективе. В мужском коллективе вполне возможно его уважают. У кого-то прям может увлекаться какими-то такими, знаете, у кого-то это единоборство, у кого-то это какой-то, может, быстрая езда, может быть, какой-то спорт такой, знаете, где нужно постоянно завоевывать авторитет. Это у него переносится как-то и в жизни. Вот спортом, каким-то таким видом спорта занимался. Плюс может переноситься это все еще строит он карьеру, да, вот, и точно так же, да, постоянно где-то что-то кому-то доказывает, какие-то конфликты. С ним очень сложно, с этим человеком. Он легко загорается, может быть, опять-таки нервным. Ладно. Так. И вот тут еще карты мне говорят о том, что мужчина на себя тратит. Если бы рядом карта там была в семье или женщины какой-то, я бы сказала, он тут, в принципе, довольно-таки щедрый, может там тратить на свою семью. А тут мужчина себя балует, может что-то позволять себе такое не совсем, он даже ему по карману. Хотя я не удивлюсь, если у него со средствами все неплохо. По идее, тут даже показано почему, из-за чего, для чего он это делает. Пытается как бы закрыть вот эту вот потребность в эмоционально-чувственных, опять-таки, каких-то наслаждениях в любовной сфере. У него тут, скорее всего, провал. Поэтому он пытается это перекрыть материалкой, вот себе что-то вот подпитаться этим. Очень устал, еще раз тут карта показана, уставший, привлекательный мужчина, но вполне возможно сейчас как изможденный, уже у кого-то прям как состарился резко. Вот так вот мне идет. При этом какие-то у него тут надежды он питает, но при этом он подходит, надежды я даже не знаю, сейчас я спрошу по поводу чего, ну, может быть разные там у него мечты какие-то, надежды. Но при этом он, как вам сказать, это человек, который твердо стоит на ноге, на одной, да, на ногах. И практичный очень, карта расчет. Все взвешивает, анализирует. Вряд ли он тут спонтанные какие-то принимает деловые решения. Может быть, повторюсь, таким несдержанным, что-то тут может как-то
высказаться не сдержанно, что-то, но при этом средства свои он вряд ли будет вкладывать в какую-то там или аферу, или в какую-то непроверенное там какое-то дело, да. Так, Надежда по поводу чего? Почему это? А я даже не могу понять, по поводу чего у него тут надежды. Как будто бы сам себя вытаскивает из такого состояния, тут нересурсного. И тут же карта гроб, и тут же карта бумеранг, и карта святая вода. Я вам хочу сказать, этому мужчине нужно, по идее, перезагрузить свою жизнь. Может быть, или поменять место работы, или взаимоотношения. Вот ему точно тут нужна перезагрузка. По святой воде вот все те какие-то прежние установки, они у него уже, тут, скорее всего, знаете, он надеется на что-то, ну, все мы надеемся на что-то хорошее, но тут показано, ложится карта гроб, а его надежды накрываются медным тазиком, и опять он в этом истощении. То, как он ведет свои дела, выстраивает взаимоотношения, ему просто элементарно прилетают бумеранги. Ну вот тут так. И ему показано, что, ну, по идее, по-другому нужно с людьми, по идее, по-другому выстраивать эти взаимоотношения. Для того, чтобы новый результат получить, а ему хотелось бы получить, надежда у него есть, то нужно и, соответственно, проявляться в этот мир по-другому. Ну, тут, повторюсь, очень расчетливый, практичный, прагматичный, в принципе, может неплохо зарабатывать. И вот тут может даже такое, знаете, как подмена понятий, даже пытаться заглушить вот эту вот какую-то боль, которая его терзает, а он, может быть, копит вот эти какие-то деньги, потом в один момент пошел, потратил на то, что в моменте ему, может, принесло это радость, ну а дальше опять истощение. Тут карта отчаяния. В принципе, человек почему-то, ему показано, что уже даже эти деньги, они, может, пару секунд ему там как-то радость приносят, а дальше отчаяние. Почему отчаяние? Он себя чувствует каким-то, знаете, заложником образа, заложником ситуации в темнице со связанными руками. Ну, в общем, вы поняли. Как будто бы уже вся жизнь расписана, уже все предрешено, и типа я не могу изменить ситуацию. На самом деле мне очень похоже на какие-то тут, может быть, условия, которые он сам долго добивался, условия этих жизни, может, к чему-то стремился. А сейчас результат получил не совсем тот, который он хотел, хотя материалка, он не готов от нее отказываться. Как-то так. Пытается как бы усидеть на мягких табуретках, да, получать материалку, что-то, при этом хотелось бы, как в юности, быть, может быть, каким-то наполненным энергетически, бесшабашным, ни за что не отвечать, но при этом ресурсы иметь. Ладно, смотрим дальше. Ну, мы выяснили, это мужчина, да, у нас, и с каким чувством он о вас думает. А чувство у нас опять выходит, разбитое сердце. Он думает о том, что с вами что-то у него не получилось, не сложилось. Разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Карта одиночества. Думает о том, что он без вас одинок. При этом он чувствует, думает о том, что он опять в какой-то клетке, в западне, в ограничениях. При этом по поводу вас выстраивает какую-то тут стратегию, что-то он, правда, строит планы. И при этом это связано с ревностью. Может быть, следит за вами, за вашими какими-то кавалерами, за вашим статусом, уж не знаю. При этом карта подарок. Он понимает, что вы подарок, вы для многих мужчин являетесь этим подарком. Тут ревность. Следит за вами. Тут досада, это не досада. Тут человек разочарован, но разочарован, скорее всего, в том, что у него сейчас нет возможности прикоснуться с вами в какую-то историю, проиграть, пережить еще раз эти эмоции, прожить это все. При этом какие-то, повторюсь, не знаю, что он тут у него за план Барбароссов, какие-то тут выстраивает стратегии. Очень умный. При этом ревность его съедает. Да. Досада. Тут досада и высокая оценка вас, карта подарок. Вы являетесь для него тем волшебным каким-то подарочком. При этом рядом ревность, он понимает, не для него одного вы являетесь такой. Так, давайте посмотрим. Конкретный образ, воспоминания, которые этого мужчину замечательного циклит на вас. Что-то из прошлого. Карта динозаврик. Ох, ё-моё, страсть, темперамент. Где-то вот вы
глаза в глаза друг другу посмотрели, где-то соприкоснулись, может руками, может тут действительно какие-то страстные у вас были отношения. Вот страсть из прошлого, какая-то картинка, где он чувствовал себя живым, мачо, мужчина, бог ты мой, и вы тут, он вас вспоминает, вот летящая такая энергетика, женщина, в принципе, энергетически наполнена, муза эта карта читается, вы его муза были, ему хотелось жить, вот то состояние, которое сейчас у него, вы сами видели, да, человек старается какими-то покупками, материалкой перекрыть вот эту вот какую-то пустоту, которая у него в душе, в сердце. Вот то, что он вспоминает вас, очень красивая, оптимистка, яркая, как райская птичка какая-то. Ой, это он дальше, смотрите, талисман, она думает о вас, она была моим талисманом. Когда она была рядом со мной, может быть, у меня дела шли лучше, в принципе, за счет, может быть, отчасти вашей энергии. Это основная эта карта, это читается, это энергетически наполненная женщина. Рядом с вами и трава зеленее, солнце ярче, вы этой энергией подпитываете многих. А тут 100%. Рядом с вами ему хотелось творить, вытворять, что-то такое. Эту карту я башни не считываю как башня разрушения, а считываю как какая-то стабильность, но при этом тут идет, вот смотрите, такие интересные карты. Карта гиперопека, башня. О чем это? Сейчас уточню. Что-то он вспоминает. Тут понятно все, что он вспоминает. А дальше? А дальше у кого-то может проиграться. Вы хотели каких-то отношений более стабильных, да, все-таки. А у кого-то вы хотели, может быть, понятных взаимоотношений. У кого-то даже, может, не хватало, кому-то из девочек, кстати, может, не хватало внимания, заботы. И он это воспринимал как что-то, что ей еще нужно, или ну как-то так непонятно ему, да, вот. Я это могу только так протрактовать. Так, что он тут вспоминает? Карта святая вода, карта маска. В принципе, девочки, знаете, какая-то такая с ним ситуация связана, история, как будто бы человек, ну извините, как некрасиво скажу, как включал дурачка, да, как будто бы вы могли что-то надеяться на что-то с ним, какие-то, вот, ну я не знаю, тут насчет требований, но могли озвучить потребности свои. Я не говорю уже там о мечтах каких-то. Элементарно потребности там может быть в заботе, в поддержке, в уважении, в нежности. У кого-то потребности, может быть даже какие-то там цветы, там, дабы мужчина хоть раз в квартал какой-то подснежник подарил, да. Ну я утрирую, но вы понимаете, да. Вам скорее всего, хотелось увидеть не просто там страстного вот мужчину, а вам хотелось увидеть его с другой какой-то стороны, увидеть, что он вас ценит, он отдает себе отчет, что вы женщина, которая нравитесь многим мужчинам. Может быть, вы видели, как другие мужчины к вам, вы знаете, как они к вам проявлялись, могут проявляться с заботой, вниманием, даже элементарно какие-то звонки, да, даже узнать про ваше самочувствие. Вот тут вот что-то такое, как будто было, то мне карты святая вода, маска и замок. Это история о том, что вы, скорее всего, понимали, что он же совсем не глупый, и в свою сторону он с удовольствием берет, когда там вы там заботитесь о нем, там, или ну, какая-то такая вот такая какая-то странная, ну, в общем, не знаю, история очень странная. Почему я говорю, он как в маске ходил. Вот когда ему выгодно, он так себя ведет. Когда вам, может быть, вы намекали на что-то, или хотели, или просили. Тут карта замок, все, как будто бы вы разговариваете вообще как в стенку, как со стеной с какой-то. При этом карта святая вода, это говорит о том, что для меня. Так что человек на самом деле все прекрасно понимал, что вы хотите. Другое дело, не готов вам это был давать. Или считал, что ну, потерпите, или никуда не денетесь. Это тоже из этой серии. Тут мне почему-то так идет, девочки. И он почему-то вот тут какой-то такой нюанс, вот тут он вспоминает. Начало у меня тут страстное, очень яркая птичка, талисман мой. И дальше этот талисман что-то захотел от меня. Ну, как будто бы, а что, ей что-то еще нужно? Помимо того, что я тут такой красавчик, ну, тебе что, мало?
Так, почему-то человек только думает, но не проявляется. Ух ты. Он боится вашей ярости. Он боится ваших конкретных вопросов, точки над «и». Карта эволюция, красивый цветочек. Он видит в вашей жизни, ему кажется, вы цветете, расцветаете, дальше идете, может с кем-то строите взаимоотношения. По крайней мере, он вас так воспринимает. Женщина, которая не остановилась в своем развитии, карта эволюция, это и в принципе ваше развитие, и внешне тут. Женщина за собой следит. При этом он вас тут так считывает, знаете, почему он ничего не делает. Может, он даже, с одной стороны, он хотел бы, может быть, сам себя, свои эти какие-то негативные эмоции, как досада, разочарование, он их как старается гасить, не давать им ход. С другой стороны, он считает, что вы тут можете быть в ярости, если он появится. Может, даже вот тут как моя вторая половинка, но наказание, черствость и карта старость. Знаете, у кого-то, если мужчина в семье там и уже очень много лет прожил он в этой семье и не решался уйти, то может думает, ну все, что я буду тут на старости лет уже что-то пытаться изменить, и когда я мог что-то дать, там реально создать с этой женщиной что-то, то это одно, а сейчас как будто бы может быть даже проблемы уже со здоровьем, я вам хочу сказать. И он думает, да куда мне уже рисковать, тут я уже знаю, да. Ну, основное это идет, просто человек понимает, что вы точно глупее не стали, и вы конкретно зададите вопрос, для чего ты появился в моей жизни? Ну, как будто бы он тут столько мог вам принести боли, и он прекрасно понимает, что он для вас как наказание мог быть. И, кстати, он также может думать, что вы из той женщины, любящей, нежной, может быть, тут кажется черствое сердце, черствость, вы уже эту любовь к нему, привязанность к нему, какую-то влюбленность, влечение, вы это как убили в себе, загасили это. Он может думать, а я встречу там совсем совершенно другую уже девушку, от той наивной, доверчивой какой-то, всепрощающей уже не осталось и следа. Как-то так. И совет карт, стоит ли вам пойти ему навстречу, дать встречный какой-то сигнал, да, смотрим. Женщины, какое-то огромное количество женщин мне показано. Якорь, озарение, звезда, равнодушие. Ну, мне показано нет, девочки. Скорее, вот идите к своей мечте, карта звезда. Знаете, если вы сами к нему проявитесь как-то, то вы для него будете одной из вот такого огромного количества, а вы себя обесцените. Мне так идет. А вы тут для него вот являетесь той самой звездой. Он же о вас помнит, он вспоминает ваш свет. При этом, наоборот, вам говорят, тут сохраняй равнодушие, тут скорее иди к своим каким-то целям. И даже более того, вас тут призывают, тут карта жертва, она такая страшненькая, я говорю, я сразу эту карту даже не разобрала, а потом как присмотрелась. Женщина стоит, и у нее тут половина платья окровавлена. Она собственными руками вырезала свое сердечко. То есть, если даже у кого-то из вас тут остаточные явления есть, не переболели до конца этим мужчиной, вам говорят, приложи усилия, направь свою энергию, вот по карте звезда, тут карта равнодушия. То есть, делай акцент, может быть, воплощай свои мечты, хобби какое-то, займись. Опять-таки, раскрой свой потенциал, туда направляй свою энергию, поменьше забивай себе голову, ну, извините, вот этим мужчиной, тут даже так. По-другому никак я это не прочту. И, мои хорошие, совет психолога, вы должны понимать, что когда мы чувствуем, что кто-то о нас думает, это работа нашей эмоциональной памяти и тонкой сонастройки с человеком. И психологически это означает, что между вами
остался тот самый незакрытый гештальт, да? Вам нужно поработать с этим. Для себя определиться, насколько действительно вам важен этот человек. И нужно ли этого человека, воспоминания о нем ставить выше себя. Тот, кто сейчас держит ваш образ в голове, он пытается решить через вас свою внутреннюю задачу. Может быть, чувство вины его, тоска или какое-то невысказанное признание. Ну, мои хорошие, вы помните, что чьи-то мысли о вас – это лишь шум в чужой голове. Главное – это то, что вы сами думаете о себе. Ваша энергия, она принадлежит только вам, а не тем, кто тайно по вам скучает. Все, удачи вам. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.